На днях Владимир Путин подписал указ, согласно которому следующий 2024 год в России объявлен годом семьи. Решение принято, и тут я цитирую, в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. На редкость откровенная формулировка. Получается, они там собираются популяризировать даже не сами семейные ценности, а свою государственную политику в этой сфере. Буквально вот так в указе и написано. На этом аттракцион невиданной честности заканчивается. Начинается стандартное сплошное лицемерие. Главным защитником традиционализма и семейственности в России стал разведенный президент с неизвестным количеством любовниц и секретных внебрачных детей. Но это разговоры еще славного предвоенного времени. Сейчас, на 22-м месяце войны, явно проступает другое фундаментальное противоречие. Ведь исключительную заботу о российских семьях транслирует тот человек, который забрал на фронт сотни тысяч мужчин. У них есть жены, дети, пожилые родители, семьи, куда мужчин никто возвращать не собирается, во всяком случае живыми. Сегодня поговорим о том, как российские женщины борются за своих родных, мобилизованных больше года тому назад. Как власть демонстративно вытирает ноги о российские семьи. И обсудим, что жены и матери мобилизованных могут в этих условиях предпринять и какие есть исторические примеры. Если вспоминать примеры самых грязных и несправедливых войн в истории человечества, на ум сразу приходит война во Вьетнаме. Это одна из тех войн, которую очень любят вспоминать на российском телевидении. В рамках странной инфантильной риторики «мало ли что мы делаем, вы лучше посмотрите, что Америка натворила». Так вот, даже там, во Вьетнаме, в американской армии существовало правило: призванный на фронт возвращается домой после 1 года службы или после 2 ранений. Для российского мобилизованного правила игры совсем иные. Повестка из военкомата – это буквально билет в один конец. Свободу вместе с высокими почестями может получить завербованный из колонии убийца, но не те граждане, которых за глаза называют мобиками. Они самые бесправные люди в нашей стране. В государственной табели о рангах законопослушный мобик стоит ниже осужденного маньяка. А самые обманутые люди в стране – это жены и матери мобилизованных. Есть какой-то особенный цинизм в том, что обещание не проводить в России мобилизацию Путин дал именно в Международный женский день 8 марта прошлого года. Дорогие наши женщины, 8 марта – один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами. От всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Путинская система не первая в истории, которая построена на лицемерии и лжи. Но сложно навскидку назвать какой-нибудь другой режим, который не только обманывал бы, но и также издевался бы над женами и матерями военнослужащих. Даже диктаторы всегда уважали слезы жен и матерей солдат. Да что там диктаторы? Боевики времен Первой Чеченской войны со своим глубоко архаичным мировоззрением и те испытывали определенный пиетет по отношению к беззащитной женщине, приехавшей к ним за своим сыном. Открыто и демонстративно издеваться над такой женщиной могло прийти в голову только путинской пропаганде. Других примеров мировая история, кажется, не знает вовсе. Где комитет солдатских матерей? Плачьте с нами, плачьте со мной, плачьте лучше нас. И вот, что это такое? Мой мальчик в армии. Вы что, хотите, что он пошел воевать и родину защищать? Нет, не для этого я сына растила. Когда мобилизация только началась, на Соловьев Лайв вышел примечательный эфир с подзаголовком «Ответ встревоженным и психически неустойчивым женам». Виктор Николаевич, ну давайте расскажем всем тем, кто, скажем так, испачкал одежду, штаны, что происходит, о чем говорил президент. Конечно, сейчас у народа главный вопрос, кого будут призывать. Не будут ли грести всех подряд под одну гребенку? Кто может единственный кормилец в семье, у кого жена беременна на 3-м месяце и так далее. Запомните раз и навсегда. Все это провокационные слухи. Дорогие друзья, я люблю один образ, он очень, знаете, может быть, некорректный, бестактный. Я считаю, что в каждом обществе есть, как и у человека, есть прямая кишка.
Вот там в прямой кишке иногда сосредоточиваются, в общем-то, такие экскременты, которые, вы знаете, не очень хорошо пахнут. Вот эти экскременты, они, безусловно, есть сегодня и в России. Они сегодня разгоняют панику, они начинают там уже переписываться. На сайтах уже появилось огромное количество сомнений в правильности мобилизации. Маргарита Симоньян тогда объявила, что мобилизации подлежат только люди с боевым опытом. Сергей Шойгу говорил, что мобилизованные будут служить только в тылу, а через 2 месяца после всего этого Путин высказался в следующем ключе. Дескать, хорошо, что ваш сын погиб на войне, иначе бы погиб от водки или ДТП. Через год вышла громкая новость. На фронте погиб мобилизованный из Красноярского края 42-летний Денис Слюсарев. Мужчину забрали на войну, когда его жена была беременна 3-м ребенком. Случай был примечателен тем, что его супруге, Виктории, которая обивала все пороги, власти пообещали вернуть мужа с фронта. И вернули. В гробу. Зато через месяц в России будет год семьи. Моя жизнь с началом СВО и мобилизации изменилась определенно в худшую сторону. Дети спрашивают, где их папа, когда он вернется, и у нас нет на это ответов. Мы живем просто в аду. Все там очень хотят вернуться домой, но их не отпускают. Забрали как в рабство людей, и они не могут оттуда выбраться. Вот говорят, до окончания СВО. А когда оно закончится, непонятно. Я вообще не поддерживаю военные действия. Что делать с фронтом? Просто помириться и разойтись? Президент России мог бы решить эту проблему так же, как он ее создал. То есть он объявил эту мобилизацию, он может и демобилизовать. 7 ноября в самом центре Москвы на Театральной площади прошел несанкционированный митинг. С плакатами вышли около 30 женщин, родственницы мобилизованных, в основном их жены. Они требовали вернуть домой мужчин, которые уже более года находятся на фронте. Акция продлилась меньше 5 минут. К женщинам почти сразу подошли полицейские. Задерживать никого не стали, но митинг прекратить заставили. Заявку на проведение митинга в Москве жены мобилизованных подали еще в октябре. Но власти мероприятие не согласовали, сославшись на внезапно антикоронавирусные ограничения. Потому женщины и вышли на улицу именно 7 ноября. Они присоединились к митингу коммунистов в честь годовщины революции. Он-то как раз был разрешен, и никакой ковид ему помехой не стал. Но бдительные стражи порядка быстро разобрались, кто есть кто. У кого согласованные красные флаги и любовь к Ленину, а у кого крамольные плакаты и несогласованная, опасная и дискредитирующая российскую армию любовь к родному человеку. Мы, жены и матери мобилизованных, и мы хотим получить своих мужей, своих сыновей, отцов своих детей, опросить они цинковые гробы. Кто потом не будет им помогать? Это мы уже знаем по Афганистану. Все потом открестятся от нас. И нас постоянно переправляют к Министерству обороны переправляет к Путину. Путину мы тоже пишем, но он не снисходит до нас. Путин может решить вопрос мобилизованных, их демобилизации одним росчерком пера. Это очень хороший вопрос. Почему он это до сих пор не решил? Под разными предлогами матерям и женам мобилизованных запретили проводить митинги в Санкт-Петербурге, Красноярске и Челябинске. В Новосибирске митинг разрешили, но не на улице, а внутри здания Дома культуры. Это, надо сказать, интересное новшество. Полиции туда нагнали больше, чем участниц акции. На закрытый митинг пускали по паспортам, проверяли содержание плакатов. На мероприятие пришли какие-то чиновники, которые в свойственной манере потом отчитались о содержательной беседе. Силовики также проводили отдельные беседы с родственницами мобилизованных. Известны случаи как минимум в 2 регионах России – Кемеровской и Красноярской областях. Кому позвонили, кому-то пришли домой, чтобы предупредить о недопустимости экстремистской деятельности. В недавнем прошлом нашей страны было 2 войны, которые привели к подъему женского антивоенного движения – Афганистан и Чечня. Об афганской войне много писал советский женский самиздат, журнал «Мария». Он был основан участницами независимого дискуссионного клуба. В 1995 году прошел марш материнского сострадания против войны в Чечне. Он стартовал 8 марта в Москве от могилы неизвестного солдата. Несколько десятков женщин и 15 буддистских монахов на автобусах проехали 7 городов, проводили там встречи и акции. Из последнего города, Минеральных вод, они пешком дошли до Чечни. Нынешняя война с Украиной бесконечно далека по масштабу и от афганской, и от чеченской.
Противники сейчас не маджахеды и не группировки боевиков, но полноценная регулярная армия второго по величине европейского государства, которая совершенно по праву защищает свою страну на своей же территории. В боях против нее российская армия потеряла в разы больше людей, чем в Афганистане и Чечне вместе взятых. Современное же российское военное политическое руководство дошло до принципиально новой степени деградации. Одно дело устроить бессмысленную войну против очень малосимпатичных душманов, попутно строя для местных жителей мосты, школы и больницы. Это никак не оправдывает афганскую войну, но все-таки является важной частью общей картины. Совсем другое дело начать захватническую войну против соседнего государства и очень близкого россиянам народа. Уничтожать до состояния лунного пейзажа целые города и бесчетное количество сел. Вместе со всеми школами и больницами. Генералу Павлу Грачеву солдатские матери до сих пор не могут простить фразы «юноши умирали с улыбкой», сказанные им в 1995 году. Нынешние же публичные лица российской армии, госаппарата и пропаганды генерируют фразочки похлеще буквально каждый день. Нет высшей доблести и счастья для мужчины, чем жизнь отдать за родину, за товарищей своих. У солдатских матерей и солдатских жен, которые требуют возвращения родных домой, позиция безупречная. Они правы не только потому, что они матери и жены, но еще и потому, что той самой войне, на которую забрали их любимых людей, невозможно найти никакого оправдания. А самое главное, у родственников мобилизованных нет никакого иного выхода, кроме как протестовать. В случае с Афганистаном и с Чечней можно было уповать на то, что за 2 года службы с парнем ничего не случится. Был четкий фиксированный срок, а родные знали, когда ждать домой сына, отца или мужа. Сейчас на войне гораздо больше интенсивности, с гораздо большими рисками. Сроков никаких нет. Официально объявлено, мобилизованные будут на фронте до конца СВО. Конца не видно. Это означает, что будут воевать бессрочно, пока не получат тяжелую инвалидность или не погибнут. Причем у погибших все шансы оказаться по документам пропавшими без вести, и их семьи останутся даже без компенсаций. К тому же все мы видели типовые хрущевки без пандусов, без лифтов и с разбитым асфальтом во дворе. В такой среде инвалиду-колясочнику самостоятельно никак не справиться, и он становится бременем для своей семьи. О быте таких семей потихоньку начинают рассказывать региональные российские СМИ. Инвалидов войны становится так много, что местные издания уже не могут игнорировать их и их семьи. Я не оправдываю прошлые войны второй половины 20 века, но стоит сказать, что на них людей все-таки призывали, а не похищали. Разное делали предшественники Путина, но заманить человека в военкомат под предлогом сверки документов, чтобы его похитить и отправить на фронт, это придумка чисто путинского времени. Чекистская такая придумка. Хотя некоторые исторические параллели все-таки можно найти, но с другим местом. Это период в истории Аргентины между 1976 и 1983 годом. Он еще назывался «Грязной войной». Война велась диктаторским режимом против своего же народа. Пришедшая к власти военная хунта похитила около 30 тысяч аргентинских граждан. Через год и месяц после установления диктатуры 14 женщин вышли на площадь Майя в центре Буэнос-Айреса. Они хотели добиться аудиенции у представителей власти, чтобы узнать хоть что-то о судьбе своих похищенных детей. Но вместо чиновников к женщинам вышли полицейские, которые заявили, на площади запрещено стоять неподвижно и собираться больше 2. Тогда женщины провели такую акцию, разделились подвое и стали молча идти вокруг Майской пирамиды, центрального памятника на площади Майя. Через неделю женщины собрались снова, их было уже чуть больше. Они стали приходить на площадь Майя каждый четверг. Вскоре появился отличительный символ, позволявший им узнавать своих – белая косынка. Из спонтанной акции выросло общенациональное движение «Матери площади Майя». На площадь выходили все больше и больше женщин. Власти называли их сумасшедшими. А потом выяснилось, что против матери, которой уже больше нечего терять, бессильна даже жестокая военная диктатура. В конце концов, диктатура рухнула. Причин было несколько, включая неудачную для Аргентины Фолклендскую войну 1982 года. Но очень большую роль сыграл и протест матерей. Это ни в коем разе не руководство к действию. Митинги в России сейчас крайне опасны. Нынешняя власть уже показала, что для нее нет ничего святого. Эта власть достаточно беспринципна и, вероятно, достаточно глупа, чтобы поднять руку на женщину, чей сын, муж, брат или отец сейчас держит в руках автомат. Тем не менее, бывают ситуации, когда у людей безо всяких советов и рекомендаций со стороны просто не остается выбора, кроме как протестовать. Поэтому хочу обратиться к тем, кто борется за возвращение своих близких домой. Правда на вашей стороне. Не слушайте тех, кто говорит,
Мол, сами виноваты, что отпустили родных на войну. Вас всю дорогу обманывали. Они говорили, войны не будет, мобилизации не будет, мобилизованные на передний край не попадут. И вообще это всего лишь сверка документов. Вас обманули. Не давайте себя убедить, будто ваша борьба за родных вредит интересам страны. Сейчас пророссийская, по-настоящему патриотическая оппозиция – это позиция антивоенная. Вороватые и лживые чиновники, президент, который дюжину раз менял цели начатой им войны, все они не имеют права называть себя страной. Страна – это вы и ваши семьи. Нет никаких интересов России в том, чтобы россияне погибали вдали от собственного дома на чужой земле. Как нет интересов России в том, чтобы женщины становились вдовами, а дети – сиротами, по какую бы сторону фронта они ни находились. Главный интерес России – чтобы российские мужчины заботились о своих детях и родителях, ходили на работу, были живы и здоровы. Будьте сильными. Если через месяц у нас начнется год семьи, делайте все возможное и невозможное, чтобы ваши семьи в новом году были полными, здоровыми и счастливыми. И, конечно, очень важно, чтобы вы не остались один на один с той властью, которая убивает ваших родных и близких. Вернуть сотни тысяч россиян домой – это дело не только их семей, но всего российского общества. Никому нельзя жить в системе, которая одним махом может приговорить к пожизненному заключению на фронте аж 300 тысяч человек, с возможностью освободиться только в случае инвалидности. И главное, за что этих людей приговорили? За законопослушность. За то, что, получив бумажку с печатью о том, что нужно явиться туда-то и туда-то, они это сделали. Каждый день выходит новость, что государство отпустило на волю какого-то душегуба-расчленителя, отбывшего всего пару лет из своего 20-летнего тюремного срока. Но вот нормальные граждане, привыкшие жить по правилам, верящие в силу документа с печатью и подписью, приговорены к увечьям или смерти без права апелляции или досрочного освобождения. Это уже не трагедия отдельно взятых сотен тысяч семей, которую можно не замечать. Это трагедия всей нашей страны и всего нашего общества целиком. С ней мириться нельзя никак и никому. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика, а во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.